Так, всем привет! Привет, привет, привет! Рада вас всех видеть. Ой, вы очень быстро присоединяйтесь, молодцы. Сегодня у нас с вами практически прямой эфир, мы будем с вами много вязать. И я надеюсь, что мы успеем связать все, что я запланировала, потому что я запланировала вязать очень много. Мы будем с вами сегодня вязать V-образный вырез вместе со скосом плеча. Я покажу, как это все совмещать, потому что, по-моему, самое страшное, что на чем вы обычно делаете акцент, это как это все совместить. И скос плеча 6 рядов, вырез 15. И что теперь делать? Сначала вырез вязать, а потом скос? Или это все как-то вместе, и тогда как это все вместе убавлять? В общем, сегодня это вам покажу и расскажу. И то же самое касается круглого выреза. Мы тоже сегодня с вами свяжем круглый вырез. Будет он у нас вязаться по-новому, не так, как я его обычно вам показывала. То есть мы будем вязать поворотными рядами, укороченными поворотными рядами. Оставим петли открытыми по всей длине выреза, для того, чтобы потом нам удобненько было все это завершить с помощью планки. Вот, и также покажу, как это сочетать круглый вырез и скос плеча. Помимо этого мы сейчас с вами допишем план вязания, потому что, помните, мы начали писать план вязания по спинке, по полочкам, но нам нужно его дополнить, потому что у нас появляется также вырез, скос плеча. Я вам говорила ранее, что желательно все вот эти вот планы вязания где-то писать на отдельных листочках, которые вы можете с собой брать куда-то, носить в сумке постоянно, с вязанием куда-то брать, либо на отдельном листочке на вашей тетрадочке, где вы делаете расчеты, потому что план вязания это ваши действия, шаги ваши, которые нужно выполнить, да, и если вы захотите связать такое же изделие через год, то вам не нужно будет возвращаться к расчетам и пытаться там разобраться, вы просто возьмете план вязания и спокойненько себе свяжете все от первого до последнего пункта. Я вижу, что вы мне пишете комплименты. Спасибо большое, пишите, я красивая. Спасибо. Так вот, давайте я переверну камеру и начнем. Работы очень много. Также я вас прошу писать вопросы. Если останется время в конце эфира, я на эти все вопросы поотвечаю по поводу наших расчетов выреза, скоса плеча. Я еще не все ваши домашние задания проверила по этой теме, но читая чат, понимаю, что много проблемных вопросов, много непонятного. Проверю обязательно, может быть, завтра или в каком-то другом эфире я еще дополню. Какие-то, может, у вас будут частые ошибки, я это все дело дополню. Но надеюсь, что все будет в порядке, и после этого эфира вам будет все понятно. Все, переворачиваю я тогда камеру и будем делать, работать. Я буду выполнять потихоньку какие-то пункты. Сейчас я немножко вот так поверну. Буду выполнять какие-то пункты потихоньку по ходу дела. Санек пошел. Но читать ваши вопросы и ваши комментарии буду после того, как я что-то сделала, чтобы не сбиваться. Потому что уже заметила, если я одновременно делаю все, то я начинаю сбиваться. Добрый вечер, Саша. Подскажи, мне в косе надо петли прибавить. Каким способом лучше сделать прибавки? Я просто перекрученным накидом добавляю, то есть перекручиваю ниточку и нанизываю петельку на спицу. Либо можно из протяжки снизу сделать то же самое. Так, все отлично, все работает. Переворачиваю. Так. Ну-ка. Эй, Куку, переворачивайся. О, готово, перевернулась. Я уже думала, что она сегодня не в настроении и не заходит. Супер. Так, все в порядке, отлично. У меня тут что-то случилось со штативом, ну бывает, ничего страшного. Я его подкрутила тут всеми способами, вроде зафиксировала, все нормально, так что продолжаем. Итак, нам нужно дописать план вязания нашей спинки и план вязания наших полочек. Мы делали с вами вчера расчеты вырезов, расчеты скоса плеча, и я сейчас просто дозапишу в план вязания все, что нам нужно связать. Давайте начнем с полочек. Вот мы начали вязать план вязания полочки. Мы сделали расчеты и довязали все до нашего выреза. Дальше четвертым пунктом мы будем вязать наш вырез.
Вырез мы с вами вчера посчитали. Вот он у меня V-образный. У вас это может быть круглый вырез. И здесь я могу себе написать, что вырез у меня 35 сантиметров. И это у меня 98 рядов. В скобочках я могу записать, что это 49 пар. Отсюда все переписываю, 49 пар. И мне нужно нарисовать 49 клеточек. Значит, в план вязания я дорисовываю 49 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, вот это 9. И здесь 1, 2, 3, 4. Отлично, 49 клеточек. Это 49 лицевых рядов, либо 49 пар лицевой плюс изнаночный ряд у моей полочки. Также здесь я должна отметить свои убавки, которые касаются V-образного выреза. Вот я тоже вчера сделала расчеты, мне нужно в каждом третьем ряду сделать одну убавку, поэтому сюда в план вязания я тоже эти все данные заношу, просто перерисовываю все свои клеточки, которые мы вчера с вами рисовали в план вязания. Так, и здесь еще одна. Готово. Здесь оставлю себе условное обозначение, что клеточка это минус 1 петля. И также сюда мне нужно внести мой скос плеча. Давайте откроем расчеты скоса плеча. Вот у меня скос плеча получился 6 рядов. Это 3 пары лицевой плюс изнаночный ряд. Значит, здесь в своих клеточках я могу тоже занести этот скос плеча. Я вот, как правило, отмечаю 3 последние клеточки, их можно зарисовать каким-то другим цветом. То есть вот эти клеточки, это будет мой скос плеча. И сюда я тоже могу записать скос плеча. 6 рядов, в скобочках 3 пары, то есть 3 клеточки. И я здесь себе отметила 4 плюс 5 плюс 5. Вот я пишу сюда 4 плюс 5 плюс 5. Вот так я занесла данные по вырезу и по скосу плеча. Все, в принципе, мы, когда с вами будем вязать полочку, мы можем с первого пункта до последнего связать, полочка будет готова. Это отложили. Давайте теперь допишем, да, план вязания спинки. Значит, точно так же 4-й пункт у нас в спинке это вырез. По спинке у нас вырез с вами круглый. Сейчас я возьму расчеты нашего круглого выреза. Вот мы их делали вчера. Значит, у нас вырез 6 сантиметров. Я сюда записываю 6 сантиметров. И он у нас 16 рядов. Да? Написываю 16 рядов. В скобочках пишу 8 пар. Лицевой плюс изнаночный. И здесь, когда у меня круглый вырез, мне удобнее рисовать вот такую полукруглую штукенцию. То есть я вот так полукруг этот рисую, то есть это половинка моего выреза, вторая половинка она в зеркальном отражении. И делю эту половинку на 8 частей. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И давайте вот тут дорисуем 8, чтобы было аккуратнее. Вот 8. И отсюда я переписываю свои убавки. У меня сначала 4 петельки и одну петлю. Помните, я убавляю, потому что у меня на спинке нечетное количество петель. Дальше снова 4, потом 3, 2 и 1, 1, 1, 1. Отлично. Зарисовали это. И сюда также дописываем скос плеча. Я тоже могу сюда его записать. Скос плеча точно такой же, как и по переду. У меня это 6 рядов. В скобочках напишу 3 пары. Тоже в этом плане запишу, что у меня это 4 плюс 5 плюс 5. И здесь я себе тоже поставлю отметку. Давайте оранжевым цветом, как и там, где он у нас. Что 3 моих последних ряда будут занимать скос плеча. 1, 2, 3. Вот эта пометка. Ну и здесь я рисую такую жирную обычно черту и пишу вот так скос. То есть мы будем с вами делать убавки по вырезу, дальше будут убавки по вырезу продолжаться и параллельно будет вязаться скос плеча. Вот так нужно записывать план вязания, по этому плану тоже очень удобно вязать нашу спинку. Сейчас читаю. Я рисую все, и лицевые, и изнаночные клеточки, и в них делаю пометку, почему-то мне так удобнее. Без разницы, вы можете делать клеточек по количеству лицевых рядов, можете делать клеточек по количеству вообще всех рядов, вы можете вообще клеточки не рисовать и вязать со счетчиком рядов, либо своим каким-то способом, это не имеет значения. Все, план вязания спинки мы дописали. Вы тоже это можете сделать, мне в принципе сдавать это не обязательно.
но я рассказываю, как работаю я и как это делать удобнее. Я в одной паре вверху пишу лицевой, внизу изнаночный, тоже ничего. Вот, отлично, видите, вы сами придумали свой способ, модифицировали мой, улучшили мой, подстроили его под себя, это хорошо. Так, а давайте теперь перейдем к тому, что мы будем делать с вами сегодня. Естественно, тот большой вырез, который мы рассчитали, мы вязать не будем, потому что его вязать очень долго. Мы свяжем небольшие малипусечные вырезы, просто чтобы я показала вам план действий. Смотрите, я здесь себе сделала небольшие такие расчеты. Это будет мой круглый вырез, который я буду вязать сейчас. Это мой просто пробный вариант, не нужно на него как-то смотреть, оценивать, почему такое количество петель. Я взяла для удобства, это все. Вот посмотрите, у меня круглый вырез, я себе решила, что вырез у меня будет 10 рядов, то есть 5 пар. Убавить всего мне нужно будет 18 петель и с той и с другой стороны, это в общей сложности, то есть 9 с одной, 9 с другой. И сделала себе вот такие убавки: 3, 2, 2, 1, 1. Посчитала тоже рядышком, чтобы у меня все четенько поместилось. И здесь 7 петель мое плечо, поэтому я сразу 7 петель распределила как 3 плюс 2 плюс 2. Здесь тоже сразу решила скос плеча тоже сделать 6 рядов, чтобы побольше вам его показать. 2 рядочка как-то маловато. Поэтому тут в этом вырезе я тоже себе скос плеча отмечу. Он у меня 3 рядочка. Значит, я отсчитываю 3 убавки и здесь тоже пишу скос. Вот мы сейчас свяжем вот этот круглый вырез, я покажу, как его вязать вместе со скосом плеча. Так, а теперь вот V-образный, смотрите, тоже 7 петель у меня плечо, потому что плечи у нас одинаковые, если одинаковый узор. Если узор разный, например, по полочкам косы, а по спинке лицевая гладь, то у полочек количество петель будет разное на плече. На спинке их будет чуть поменьше. И точно так же решила, что 30 рядов будет глубина моего выреза, по 10 петель я убавлю с каждой стороны, с учетом, да, тут моей планки, тут 9, тут 10. Я 15 рядов, то есть 30 рядов это у меня общее количество, я хочу делать убавки только в лицевых, поэтому взяла 15 лицевых рядов, поделила на 10, это количество петель, которые мне нужно убавить с одной стороны, у меня получилось 1,5. То есть я в каждом первом, втором ряду убавляю по одной петельке. Специально взяла такое нечетное число, нечетное, простите, не целое число, чтобы вам показать, как эти убавки чередовать. Вот первый, второй. И поставила себе точечки. Я делаю убавки в первом, втором ряду. Точно так же тут я отмечу скос плеча. Вот 3 мои последние петельки, клеточки, 3 последние клеточки, это у меня будет скос плеча. То, что я показывала вам только что. Скос плеча, вот у меня 3 плюс 2 плюс 2. И также я нарисовала саму схему вязания скоса плеча, мы по ней тоже будем ориентироваться и будем сейчас все вязать. Вот, это план нашей работы. Я хочу с вами связать сначала спинку, потом свяжу одну половинку полочки, и если останется, то я покажу и вторую половинку полочки. Когда я вязала все эти пробные варианты, у меня это заняло 15 минут. С подробным таким, знаете, разъяснением себе там в голове. Я какой-то текст говорила, тренировалась, чтобы вам рассказать это все. Но понимаю, что в эфире вряд ли это 15 минут займет, поэтому, наверное, надеюсь, что мы успеем. Наверное, это будет прям вот целый час. Так, почему в каких-то вариантах убавки на вырезе круглом делаем и в изнаночном, и в лицевом, а где-то только в лицевом? С точным рукавом делали и там, а здесь только в лицевом. Я вчера об этом говорила. Во-первых, я хочу в каждом интенсиве что-то новенькое вам давать, чтобы не повторяться. Ну, с V-образным повторилась, да, а вот с круглым решила показать, как сделать еще вот такой вариант, чтобы были поворотные ряды, чтобы был... неповоротные, укороченные, да, чтобы были укороченные ряды, чтобы оставить открытые петли. Возможно, такой вариант вам понравится больше, и вы дальше будете вязать именно так. Вот, во-первых. А во-вторых, это у нас спинка, и по спинке мало рядочков и много петель нужно убавить, поэтому по спинке, чаще можно делать вот так, это будет более удобно.
Я не рисую еще дописывать план, не рискую еще дописывать план вязания, вдруг ошибки были в расчетах. Я все проверю, тогда вам отвечу. Скажите, пожалуйста, по спинке можно делать убавки сначала 3 петли, потом 2 и 11 раз по одной петле? Для того, чтобы понять, можно это делать или нет, вы берете листочек в клеточку и это все рисуете. И когда вы нарисуете, вы поймете, у вас получился круглый вырез или у вас получилась какая-то трапеция или V-образный. Я бы, наверное, проверила ваши расчеты. Мне кажется, что у вас очень много рядов. Мне кажется, что что-то не то. Вот. А так, в принципе, теоретически, конечно, все можно, но на практике лучше проверить, взяв листочек в клеточку. Вот я, кстати, нарисовала вот этот вырез, половинку, да, посмотрела, как он выглядит, тоже меня все устроило, я переписала на чистовик. Полочку левую или правую сначала будем вязать? Посмотрим, не знаю. Все поняла, спасибо, есть разные варианты. Да, конечно, можно и так, и я ни в чем вас не ограничиваю. Давайте сначала свяжем спинку. Спинка вяжется быстрее, а на полочке уже сколько времени останется, столько останется. Вот смотрите, я набрала просто условное, даже не условное, я набрала нужное количество петель. У меня 7 петель, это плечо, 18 петель у меня в центре, которые мне нужно убавить, и 7 петель второе плечо. Я провязала тут просто какое-то количество рядочков, чтобы это было более наглядно. Представим, да, что у меня тут провязанная спинка, она такая длинная. Сейчас начнем вязать наш вырез. Я буду тоже ставить тут отметки, какой рядочек я провязала. Давайте я своим любимым жирненьким карандашом, у меня такой покоцанный, но я его очень люблю. Я просто тут ставлю точечку, что я на данный момент вяжу сейчас вот этот первый ряд. Мне нужно по центру убавить 3 петельки, 3 с одной стороны и 3 с другой стороны. Первый ряд с вами сейчас, так как петли у нас остаются открытые, мы просто провяжем, оставив эти петельки открытыми, и будем вязать вот эту вот левую сторону нашей полочки, левую сторону нашего выреза, а потом перейдем к правой стороне. Вы тоже можете это сделать. И вот как раз этот ряд, когда мы будем его вязать первым, я отсчитаю петельки и поставлю центр. Поставлю маркер на центр, чтобы знать, от чего ориентироваться. Значит, смотрите, мне нужно провязать 7 петелек моего плеча. Значит, я кромочную снимаю, провязываю 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 петель плеча. Дальше мне нужно провязать 9 петель моего выреза. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот, и с этой стороны у меня тоже должно остаться 7 и 9. 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 8, 9. Все правильно. Значит, сюда я вешаю маркер, это будет центр. Вот у меня вот эта вот отмеченная штучка, это центр моего выреза. Все, значит, я довязываю до конца весь этот свой рядочек. Ну, как бы условно, да, оставляю вот эти петельки, 6 петелек по центру, потому что их мы больше вязать не будем. Мы их провязали в этом рядочке, и все, мы их оставляем на спице. Значит, я вяжу до конца. Дальше поворачиваю свое вязание, кромочную, поворачиваю свое вязание и буду вязать, тут у меня только лицевые ряды, да, и буду вязать до тех пор, пока у меня не останется 3 петельки до маркера. Вот эти 3 петли мне нужно оставить, я их провязывать уже не буду. Это центр моего выреза. Значит, я вяжу и слежу, чтобы они остались. Я петли горловины оставила на спице, не убавляла, а укоротами сформировала, но теперь боюсь, что уже не выйдет V-образный. Ой, а почему не выйдет? В чем может быть причина? Или я не так поняла? Смотрите, нам для того, чтобы оставлять вот эти петельки на спицах, не провязывать, мы это можем сделать только в конце ряда. То есть вот эта сторона у нас полочки в конце ряда, это будет изнаночный ряд. Когда мы будем провязывать вот эту сторону нашего выреза, да, и полочки, то мы будем оставлять непровязанными петли с лицевой стороны, в лицевом ряду. Сейчас вы все поймете. Я думаю, не буду вас пока путать какой-то теорией.
лучше покажу на практике. Вот, смотрите, 3 петельки у нас осталось. Это те 3, которые отмечены здесь. Вот маркер, он отмечает центр нашего выреза. Все, 3 петельки эти я не провязываю, поэтому переворачиваю вязание. Они у меня остались не провязанные. Дальше я вяжу следующий рядок. И мне нужно будет в конце ряда оставить 2 петельки, но в конце ряда, который касается моего выреза, то есть с изнаночной стороны я оставлю 2 петли. Чтобы тут у нас не было потом дырочки, когда мы будем петли набирать для обвязки горловины, я делаю вот такой накид. Вот так вот я цепляю ниточку за правую спицу. И дальше все петельки провязываю до конца. Кромочные не считать в количестве петель плеча? Нет, мы их не считаем. Но смотрите, если вы будете вязать круглый вырез, вы его будете, да, вязать на спинке, то у нас кромочные будут только вот с этой и с этой стороны. А в центре кромочных уже никаких нет, там все петли рабочие. Так, значит, я вяжу теперь изнаночный ряд. И в конце этого ряда я должна буду оставить уже не провязанным 3 петельки и 2. Добавляю еще вот следующий свой шаг. Сейчас я вяжу, там у меня будет накид. Накид мы за петлю не считаем. Вот смотрите, я немножко провязала, теперь смотрю, мой маркер это центр, 3 петельки мы оставили прошлый раз, это мой накид, его мы не считаем, и 2 петельки мне нужно еще оставить, 2, значит еще одну я провязываю. Вот, эти 2 я не провязываю, все, я их оставила, переворачиваю вязание, они у меня, видите, чуть-чуть повыше, чем первые 3, следующие будут еще выше, и таким образом будет формироваться наша круглая горловинка. Значит, ставлю я здесь отметку, и смотрите, у меня уже начался скос моего плеча. Значит, я должна буду также воспользоваться вот этой своей схемкой. Как же мне так это все расположить? Вот, буду пользоваться этой схемкой. Смотрите, мы сейчас вяжем вот эту сторону. Значит, вот этот первый ряд мы будем вязать. Я ставлю отметку. Мне нужно довязать до момента, пока не останется кромочная петелька и 3 петельки на спице. Я, значит, до этого момента довязываю, буду разворачиваться. Теперь мы будем следить не только за разворотами у выреза, но еще и за разворотами нашего скоса плеча. Значит, смотрите, я снова делаю вот этот накид и вяжу свои лицевые петельки. Вяжу до тех пор, пока у меня на спицах не останется кромочная и 3 петельки, чтобы сформировать скос плеча. Вот, связала, смотрите, вот у меня отметка, 3 петельки мне нужно оставить, значит, кромочная и 3 петельки. Переворачиваю свое вязание, смотрите, что у меня здесь в скосе плеча, я просто изнаночный ряд провязываю, ничего не трогаю, а тут мне нужно обязательно оставить 2 петельки со стороны моего выреза. Значит, я снова здесь делаю накид, такой вот, вот так вот цепляю ниточку за спицу, потому что скос плеча тоже мы потом будем довязывать, чтобы не было дырочки. И вяжу, внимательно слежу за тем, чтобы у меня осталось еще 2 петельки на спицах, которые я не буду провязывать. Вот смотрите, я остановилась. Давайте смотреть. Это первые 3, которые мы оставили на спицах. 3. Потом следующий накид, следующие 2 петельки, которые мы оставили на спицах. Снова мой накид, мы его не считаем. И я оставляю 2 петельки на спицах. Вот эти 2. Все, оставила, переворачиваю свое вязание снова. Вырез у меня уже еще больше формируется. Параллельно у меня уже формируется скос. Я ставлю, значит, еще одну себе пометку. Уже на вырезе я должна буду оставить 1 петельку, а что у нас на скосе? Вот 3-й мой рядок, значит, я провязываю петельки до тех пор, пока у меня на спицах не останется 3 и 2, ну и тут, естественно, кромочная. Смотрите, снова делаю накид. Вяжу и слежу внимательно. Вот у меня моя кромочная, 3 петельки скоса плеча, накид, который мы сделали, чтобы не было дырочки. Потом я должна оставить 2 петельки, значит, еще 2 я провязываю. 1, 2. Готово. Смотрите, переворачиваю свое вязание. Теперь я снова делаю накид, всегда при развороте не забываем делать накид, чтобы потом не было дырочки. Следим, это мой 4-й ряд в скосе плеча. Я просто петельки
провязываю, ничего вообще не делаю, но не забываю, что по вырезу мне нужно одну петельку оставить. Сейчас кажется это очень сложно, ничего не понятно, но когда вы тихонько будете следить за вырезом и за вот этой вашей схемкой, то вы все поймете, все будет хорошо. Так, оставляем одну петлю, вот она, накид мы не считаем, вот одна петля у нас осталась, разворачиваем вязание, последний мой рядок в круглом вырезе, значит одну мне нужно будет оставить, и скос плеча, 5-й ряд, я провязываю все петельки, посмотрите, все, снова делаю накид и вяжу все петли. Здесь у меня накиды будут, вот он, смотрите, мой накид, который я сделала при повороте. Этот накид я провязываю со следующей петелькой 2 вместе, и тогда у меня не будет никакой дырочки между петельками. Снова лицевая, накид, накид очень отличается, вы его ни с чем не спутаете, значит провязываю 2 вместе и провязываю оставшиеся петельки и кромочную. Вот смотрите, что у меня тут получилось, все топорщится, так и должно быть, потому что спица прямая, а горловина уже полукруглая, да еще и скос плеча. Переворачиваю вязание, последний мой ряд, 6-й, в скосе плеча я просто провязываю прямо, ничего не делаю, а здесь одну петлю мне нужно оставить на спице, не провязав, значит снимаю я кромочную, уже можно отсчитать 7 петель моего плеча. 1 петля, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот 7 петель плеча я провязала, посмотрите, у меня накид и как раз одна петелька остается, которую мы должны оставить для выреза. Переворачивая вязание, все, вырез у нас связан, дальше вот следующий мой ряд, петельки мне нужно закрыть, поэтому я просто, как привыкла, вы можете их закрывать как угодно, как вы привыкли, просто все петли закрываю. Их у меня должно быть 7. Это количество петель плеча, ну и плюс 1 кромочная. Так, ну что-то понятно или вообще ничего не понятно? Сейчас свяжем еще вторую половинку, и надеюсь, будет еще более понятно. Так, тут давайте я возьму свой клубочек и вот так вот, чтобы ничего не распустилось. Так, вот, смотрите. Сейчас вот эти оставшиеся петельки я пересниму, у меня тут специально ниточка с иголочкой, я пересниму до маркера, чтобы показать, что у нас получилось. Вот смотрите, у нас 1 петля выреза, это накид, 2 петля выреза, накид, 3 петля, 4 петля, накид, 5 петля, 6 петля, накид, 7 петля, 8 и 9 петля. Всего 9 петель моего выреза. Давайте посмотрим, сколько же у меня в расчетах. А в расчетах у меня вот тоже 9, все в порядке. Главное, чтобы вы не путали накиды и петли рабочие. Так, смотрите, что у нас с этой стороны получилось. Вот уже без спицы половинку мы связали. Вот смотрите, вырез у нас полукруглый сформировался, хорошо видно, да? А также сформировался скос плеча. Он у нас небольшой, петелек мало, но все равно, если разложить вот так вот ровненько, то видно, да, скос плеча он немножко наискосок и полукруглый вырез. Вот получилось. Теперь давайте вязать эту сторону. Маркер я уже уберу, он мне не нужен. Здесь для этой стороны, помните, мы петельки все провязывали. Мы уже вот этот первый ряд начали вязать. Я буду теперь в кружочек обводить. Этот ряд мы уже начали вязать, поэтому мы начнем вязание с изнаночного ряда, чтобы у нас было равное количество рядов и с этой стороны. Так, все очень-очень понятно, все понятно, вроде понятно. Ой, отлично. Вот не очень понятно, ничего страшного, не переживайте, вы возьмете спицы в руки, все будет понятно. Если даже нет, посмотрите запись этого видео, и все будет хорошо. Я беру от нового моточка ниточку, вы можете, в принципе, тут отрезать, но отрезайте подлиннее, чтобы вы потом этой нитью смогли еще сшить ваше плечо. Я отрезать не буду, потому что не хочу портить пряжу. Это просто мой пробный образец. Я возьму просто новый клубочек. Значит, мы вот так тоже без всяких там каких-то премудростей просто приставляем ниточку. Но тут что самое важное? Не забудьте, пожалуйста, вот эти 3 петельки тоже переснять на нитку. Помните, да, у нас 3 петли было с одной стороны, 3 и 3 с другой, поэтому сейчас я еще их досниму на
спицу, ой, на иглу. Раз, два, три. Вот это 3 мои центральные петли, которые я не трогаю, которые у меня закрываются просто прямо. И теперь я продолжу вязать свою вот эту сторону с другой, как бы с изнаночной, да, стороны начну. Я обвела в кружочек, 3 петельки я только что уже на спице оставила, я их не провязываю, значит просто вяжу дальше все изнаночные петли. Провязываю и первую, тут никаких кромочных у нас нет с вами в центре выреза, все петельки мы провязываем. Для полупатной резинки подойдет? Да, подойдет, конечно, я ж вязала тоже. Если не знаете как, посмотрите, я, по-моему, показывала свитер оверсайз мы вязали, там у меня был скос плеча, по-моему, и я там показывала, как его вязать. Так, связала я первый рядочек, давайте теперь отмечу второй, мне нужно в конце ряда, теперь у нас конец ряда с лицевой стороны. В конце ряда касающийся выреза, правильно? То есть теперь он у нас с лицевой стороны, значит мне нужно оставить на спицах 2 петельки, не провязывая. Скоса пока нет. Смотрите, я вяжу себе спокойненько все петельки. У меня лицевые, специально показываю на лицевой глади, чтобы не путать вас еще никаким узором. И останавливаюсь, пока на спицах у меня не будет 2 петельки. Вот, все, 2 петельки, я остановилась, переворачиваю свое вязание, буду вязать изнаночный ряд, снова делаю вот такой накид, как и с той стороны я это делала, чтобы не было дырочек, и вяжу все изнаночными петлями. Там раньше в изнаночном ряду мы останавливались и не довязывали, с этой стороны мы будем останавливаться в лицевом ряду и не довязывать петельки. Петли плеча тоже можно не закрывать, а потом вместе с полочкой. Да, конечно, тоже можно не закрывать, потом просто сшить открытые петли. Готово. Тут я немножко подтяну, связала. Следующий ряд у меня уже начинается скос плеча. 2 петельки мне нужно оставить с лицевой стороны у выреза, не провязывать. Давайте теперь посмотрим вот эту схемку, она касается у нас этой стороны. Вот мой первый рядок, давайте я тут буду для удобства отмечать. Я провязываю просто все петельки без всяких там манипуляций. Но не забываю, что 2 мне нужно оставить с краю. Мы обязательно обращаем внимание и на вырез, и на скос. Какие там убавки мы делаем и там все контролируем. Для этого как раз вот помогают вот эти все схемки, узорчики. Ну вот, смотрите, это первые 2, которые мы только что оставили, это накид, и вот вторые 2, которые нам нужно оставить на спице, не провязывая. Переворачиваю я свое вязание, обязательно делаю накид и смотрю, что нам нужно сделать в скосе плеча. В скосе плеча я вяжу изнаночный ряд и 3 петельки на спицах не довязываю. Здесь у меня тоже кромочная. Значит, сделала накид, вяжу дальше свои все изнаночные петельки, не довязывая 3 плюс кромочную. Так, смотрите, кромочная, 1, 2, 3, значит, еще одну довязала. Разворачиваюсь, отмечаю у меня следующий ряд, мне в конце ряда нужно 1 петлю оставить, не провязывая. Что у нас тут со скосом? Вот мой 3-й ряд, я его просто провязываю без всяких манипуляций. Обязательно делаю накид при повороте, вяжу, значит, тут все лицевые. И в конце 1 петлю оставляю. Вот, смотрите, мой накид и 1 петельку я оставляю. Переворачиваю, вяжу изнаночный ряд. Что у меня тут по скосу плеча? Я не довязываю 2 петельки и 3. Тут мне прям совсем чуть-чуть надо провязать. Обязательно делаю накид, провязываю. Тут у меня, по-моему, 2 петельки или 3 нужно провязать. Смотрите, давайте проверять. Кромочная, 3 петельки, которые я оставила для скоса плеча в первый раз. Накид, 2 петельки оставила для скоса плеча второй раз, и вот это, значит, еще мне нужно провязать. Вот, получается 3 и 2, накид мы не считаем. Значит, переворачиваю вязание, отмечаю свой последний рядок, мне нужно оставить в конце ряда 1 петельку. Здесь это мой 5-й ряд, я просто провязываю без всяких манипуляций, делаю накид, скос плеча просто провязываю и в конце 1 петельку оставляю. Вот, смотрите, вот она у меня одна, накид не считаем. Вот одна предыдущая была и вот одна у меня следующая. Связала, переворачиваю вязание, по скосу плеча я провязываю теперь все петли моего плеча, все, вот, провязываю.
уже ничего не делаю, вырез я закончила. То есть делаю накид и провязываю все петельки. Смотрите, с этой стороны вот мой накид, он тоже выглядит так, не так, как обычная петля, вы его не пропустите. Если я сейчас провяжу накид 2 вместе со следующей петлей, то накид у меня будет находиться впереди, и по лицевой глади это будет видно. В данном случае я меняю местами свою рабочую петельку и накид. Меняю местами так, чтобы рабочая петля находилась у меня справа, а накид слева позади нее. И тогда провязываю 2 вместе изнаночной. Дальше моя рабочая петелька одна. У меня снова накид. Я меняю местами со следующей петлей, так, чтобы у меня рабочая петля находилась справа, а накид сзади слева. 2 вместе изнаночной, дальше еще одна изнаночная, еще одна и кромочная петля. Переворачиваю. Тут вот у меня тоже все топорщится, так и должно быть, потому что у нас уже тут сформирован круглый вырез и скос плеча тоже. И последний мой ряд, вот я все петельки должна закрыть. Значит, закрываю, но смотрите, не закройте вот эти. Вам нужно закрыть только кромочную и 7 петель плеча, потому что тут-то у нас вырез. Не надо вам слишком активно закрывать. Так, это у меня кромочная, значит, отсчитываю. Первая петелька, вторая петелька, третья петелька, четвертая, пятая, шестая и 7 петелька. Вот, 7 петель я закрыла. Это тоже давайте я вот так вот. Получается, да, все верно, все верно, все верно. Эти петельки я тоже могу перенести на вот эту нить. Снова беру свою иглу и переношу. Можем посчитать снова. Давайте посчитаем, все ли правильно мы сделали. Итак, вот у меня 3, тут у меня, помните, уже было петельки, я их оставила, значит, 3, 4, 5, накид, 6, 7, накид, 8, накид, 9 и накид. Так, сколько у меня петель вырез? Вот, 9 петель, все правильно. Значит, я сделала все правильно. Обязательно все считаем, внимательно смотрим. Ну вот, смотрите, что в итоге получается. Сейчас я тут вот так подрастяну, чтобы было хорошо видно. Петельки моего выреза на ниточке. Вот уже даже сейчас, да, видно, насколько вырез полукруглый, красивенький. И вот скос плеча 1, он прям так и просится, да, вниз. И скос плеча 2 тоже такой немножко кривенький, но тоже видно, как он смотрит вниз. Вот, в принципе, все мы с вами связали. У вас должно получиться то же самое, только в вашем большом масштабе. Так, Саша, у меня мысли в голове появились. Если я в косе добавлю петли, а тогда на спинке и переди же будет разное количество петель, тогда расчет как? А то я расчеты, как ты рассчитала, как ты вчера, как быть? Я в начале этого эфира говорила, что да, у вас может быть разное количество петель вот здесь, в этом месте, по плечу, по переду, если будут косы, и по спинке. По переду их будет больше петель, по спинке в плече меньше. Это нормально. У меня есть видео, я показывала, как правильно сшить это все дело, чтобы все сошлось ровненько. Поэтому пишите, я вам вышлю ссылку на это видео. Вот такая спинка. Думаю, с этим понятно, да? С лицевой гладью все понятно. А что делать с узором соты? Внимательно следите за вашим узором, внимательно можете даже себе тут записать, можете зарисовать, где конкретно что вам нужно, какие манипуляции сделать в узоре. И здесь по краю можно просто тихонечко провязывать какими-то лицевыми петельками, то есть да, у вас, конечно, будет раппорт узора не помещаться, любой узор, да, не будет помещаться каждый раз при каждом повороте. Тогда, значит, если что-то не помещается, просто провязываете лицевую, там 2 лицевые, например, в конце. Или изнаночные, если у вас узор связан с изнаночными петельками. Все нужно смотреть на практике. Сейчас мне сложно сказать, потому что нет одной формулы для всех случаев. Так, все, это я убираю, это я связала. Давайте теперь разберемся. У нас есть еще полчаса. Теперь разберемся с V-образным вырезом.
Как сшить понятно, непонятно, как правильно рассчитать, если по полочке косы. Ой, а что непонятного? Считаете конкретно отдельно для вот этой вот передней части вашу полочку и ваше плечо. Прям вот берете и считаете, берете плотность ваших кос, считаете количество петель, которые нужно убавить, количество рядов, посчитали. То же самое берете спинку. У вас своя плотность вязания будет на спинке, если это, предположим, лицевая гладь. Значит, считаете свое количество петель для выреза, для плеча свое количество петель. У вас будут две самодостаточные разные детали, и вы потом их просто соедините. Они никак не взаимосвязаны, когда здесь один узор, а там другой узор. Так, ну давайте теперь вязать наш V-образный вырез. Он вообще еще проще, там делать нечего, легкотня. Поэтому я надеюсь, что мы его свяжем быстренько. Я сейчас буду стараться максимально быстро вязать, потому что хочу связать все рядочки. И мне кажется, что как раз таки количеством рядов вы поймете, как это делать. Переснимаю просто на более удобную спицу. Давайте начнем. Вот у меня тоже я набрала нужное мне количество петель. 7 петель у меня здесь для плеча. И 10 петель мне нужно убавить. Плюс 2 кромочные. Давайте начнем. Убавки будем делать сначала с этой стороны, а потом расскажу, как с этой стороны. Так. Тоже представим, что у меня это длинная полочка, она уже, представим, у меня провязана так конкретно. Это просто у меня такой небольшой образец. И тут я буду ставить свои пометки. Значит, вот у меня первый рядок, у меня стоит точка, значит, мне нужно убавить одну петельку. Как я это делаю? Я стараюсь делать убавки в своих, вот в таких V-образных вырезах, не рядом с кромочной, и не кромочные я провязываю 2 вместе, а где-то чуть поодаль. То есть вы можете здесь оставить, например, 2 петельки, и дальше 3-ю, 4-ю провязывать все время 2 вместе. Вы можете одну петлю оставить, и 2-ю, 3-ю провязывать 2 вместе. Вы можете тут хоть 10 петель оставить, и 11-ю, и 12-ю провязывать все время 2 вместе. Здесь уже вы смотрите, как удобно вам, как хотите вы. Но можно даже кромочную провязывать с первой петелькой 2 вместе. Это тоже позволяется. Я просто покажу вам один из вариантов. Я буду, давайте тогда 2 петельки оставлять просто лицевыми, а вот 3-ю и 4-ю буду провязывать все время 2 вместе. Вот смотрите, у меня, если считать слева 3-я и 4-я, я их провязываю 2 вместе с наклоном вправо. Мы будем делать полочку сейчас, вот этот вырез, вот эту полочку, то есть у нас убавки будут идти вправо. Связала я 2 вместе, провязываю следующие 2 лицевые, у меня кромочная. Готово. Переворачиваю. Помните, у меня тут только лицевые ряды, поэтому никакие я не ставлю отметки, точки не смотрю. Просто изнаночный ряд провязываю по рисунку. У меня это изнаночные петли. У вас, если вы хотите, да, вы можете делать убавки и в изнаночном ряду. Это тоже нормально, я тоже так делаю. Просто в данном случае, если вы учитесь, то советую все-таки только в лицевом делать убавки, чтобы не сбиться с пути. Но в то же время это не прям обязательное правило. Убавки можно и с изнаночной стороны делать. Провязала. Дальше ставлю отметку следующий ряд. У меня снова точка, значит, я снова делаю убавки. Вяжу. Стараюсь вязать быстрее, потому что тут все понятно. И останавливаюсь я, пока у меня на спицах не останется 4 петельки и кромочная. Вот 3 и 4, значит 3-ю и 4-ю я провязываю 2 вместе. Вот у меня еще одна убавка. 2 лицевые, как обычно, кромочная. Переворачиваю, вяжу свой изнаночный ряд, он у меня просто по рисунку. Так, девочки, примерно понятно, что там по круглому вырезу. Есть какие-то вопросы, может быть, я параллельно бы что-то отвечала. Или по V-образному, может, есть какие-то вопросы, тоже пока вяжу, буду отвечать. Значит, расчет как вчера, только сшивать по-особому, так как петель больше. Абсолютно верно, Светлана, да, вы все правильно понимаете. Так, вот снова следующий мой лицевой ряд, ставлю отметку, тут у меня точки уже нет, значит, я просто вяжу без убавок, просто все лицевые петельки. V-образный вырез вязать легче всего. Главное правильно сделать расчеты, чтобы у нас равномерно все убавки шли по всей длине выреза.
Так, тут кромочная. Давайте посмотрим, что получается. Вот, видите, видно уже убавки и видно вот такую дорожку из лицевых петель, которая у нас будет идти на протяжении всего выреза. Изнаночный ряд вяжу я просто изнаночными. Так, ну что, девочки, есть вопросы? Сейчас мы, конечно же, не успеем это все дело связать за эфир, поэтому я включу еще следующий эфир, чтобы показать все. Как я и говорила, когда вяжешь одна, это все занимает 15 минут времени, но в эфире гораздо дольше. Так, ставлю следующую отметку. У меня снова точка, значит, я провязываю свои петельки с убавками. Держим все время в голове, что третью, четвертую я петельку убавляю, либо тоже можете себе где-то это пометить, записать. Так, смотрите, кромочная, 3 петельки и четвертая. Вот третью, четвертую я убавляю. Здесь вот эта дорожка хорошо видна, и можно сразу заметить, какие петельки мы убавляем. Уже наглядно получается. Так, вот, видите, уже хорошо видно. Приветик, приветик, кто здоровается. Так, изнаночный ряд мы просто по рисунку вяжем, ничего не отмечая. Сегодня снова буду монтировать видео, потому что первый кусок, мое приветствие, помните, у меня там уехал штатив куда-то, и я отключила видео. Ну ничего, смонтирую и выложу. Так, смотрите, дальше ставлю отметку. У меня точка, значит, у меня снова идет убавка. Видите, мы ничего не считаем, не пытаемся вспомнить, не пытаемся вязать на глаз. У нас уже все посчитано, клеточки есть, все убавки на месте, мы все заранее записали. Теперь просто наслаждаемся процессом. Вот кромочная, 3 петельки и следующая четвертая. Провязываем их 2 вместе. Это очень удобно при вязании вот таких вот всяких разных штук, когда нужно сделать разные действия. Все в клеточках записали, все готово, все понятно. И можем смотреть свой любимый сериал, прямой эфир любимого блогера и тихонечко вязать, отмечая каждую клеточку. Мне кажется, что это очень удобно. Если по краю идет косичка, если у вас в узоре, вот, кстати, хороший вопрос, давайте я здесь тоже расскажу по поводу косички и по поводу еще одного. Если у вас идет ваш V-образный вырез, и у вас идет здесь по краю какая-то косичка, значит, вы эту косичку продолжаете вязать, а убавки делаете уже после косички, то есть убавки у вас будут идти вот здесь. Вы убавляете вот эти петельки. Косичку мы не трогаем, и она у нас хорошенько ляжет. Вот точно так же, как здесь. Видите, дорожка из лицевых петель, она у нас хорошенько ложится, и точно так же то же самое касается косички. Если вы вяжете планку сразу, у вас тут сразу вяжется какая-то планка, да, то тогда тоже вы провязываете петли планки, а убавки делаете уже после планки, то есть планку вы не убавляете. Вот то же самое касается, если планка цельно вязаная. Фух, Саша, отлегло, а так объясняешь, супер, ты плохо не умеешь. Ой, спасибо большое. Следующий лицевой ряд я ставлю отметку, у меня клеточка пустая, значит я вяжу просто лицевые петельки без всего, без убавок. Вперед понятно, а вот по спинке совсем до меня не доходит. Можно я черновой вариант расчетов скину, а вы проверите и поможете? Нужно, конечно, нужно, обязательно. И самое важное, что мне важно в интенсиве, да, чтобы вы после интенсива ушли с полным пониманием, что вы делали, что происходит, и чтобы следующий... Что это я тут запутала как-то? Чтобы в следующий раз, когда вы вязали новое какое-то изделие, у вас уже не было никаких вопросов. Поэтому я готова помогать вам до последнего, пока не поймете. Приветик, почему все здороваются? Приветик, девочки, приветик. Так, изнаночный я провязываю. Сейчас дойдем до скоса плеча, еще раз покажу скос плеча, как его вязать своеобразным вырезом. И хочется еще другую половинку связать. Так, ставлю отметку. Значит, у меня здесь точечка. Провязываю 2 вместе свой вырез. Сейчас еще покажу наглядно тоже, вот девочки переживали, писали мне, если убавки не в каждом третьем получается, а в каждом там третьем, четвертом, или вот как здесь в первом, втором, будет ли формироваться V-образный вырез, не будет ли каких-то ступенек, чего-то такого, знаете, непонятного. Вот смотрите,
у меня не равномерно, да, ну они равномерно, но не одинаково идут убавки, то есть какой-то рядок я пропускаю, и все равно видите, какая четкая прямая линия, как хорошо уходят все убавки. Переворачиваю, вяжу изнаночный ряд. Спасибо огромное, а то я совсем расстроилась. Ой, в интенсиве не надо расстраиваться, интенсив как раз у нас для того, чтобы получить удовольствие, новые знания и выйти из него, да, с полным пониманием всего происходящего. Так, связала, ставлю сразу отметку, у меня точечка, значит, я вяжу убавку. Я вообще против того, чтобы вы в интенсиве из-за чего-то расстраивались. Даже не надо расстраиваться, если вы что-то не успеваете. Так, вот тут хорошо видно уже эту дорожку с убавками. 2 вместе провязываю и кромочная. Я никогда не вязала сшивные изделия и боялась, но сейчас так понравилось. Вчера еще сыну рассчитала свитерок и начала вязать. Ой, Лена, я очень рада. Надо пересмотреть, что делать с открытыми петлями на спинке. Ой, про открытые петли на спинке мы с вами поговорим уже на 3-й неделе. Вы их пока вот так на ниточку оставьте. Тогда мы будем вязать с вами воротник. И там, когда воротник будет вязаться, там я буду показывать, что с ними делать. Так, вот пустая клеточка, значит, я вяжу просто лицевые. Ой, спасибо за этот рисунок, про косички нарисовала, а то я весь мокс вчера искрутила, чтобы косу не испортить. Вот, да, спасибо вам за вопрос, кстати, девочки, очень хороший, я хотела его рассмотреть и забыла, а вы мне напомнили. Так, если изделие очень тяжелое, можно петли горловины закрыть, чтобы не очень сильно потом растягивалось под своим весом. Да, конечно, и вообще не думайте о том, что то, что я показала сегодня, это единственно верный вариант. То же самое и касается шва, где плечи, потому что вы можете петли оставить открытыми, потом сшить петля в петлю, и тогда плечо будет растягиваться. Если вы хотите, чтобы плечо хорошо держало форму, то тоже вы можете петли закрыть и потом уже сшивать закрытые петли, чтобы вот этот ряд закрытия, он у вас держал ширину вашего плеча, чтобы плечо никуда не съезжало. Так, у меня ряд с точечкой, значит, идут убавки. Убавляю и провязываю до конца. Ну вот, смотрите, видите, хорошо получается. А тут уже вместо вот этих петелек у вас косичка, может быть планка, все что угодно. Так, изнаночный ряд, смотрите, нам еще 2 рядочка, и мы с вами перейдем к скосу плеча. Отлично. И потом я переподключу эфир и покажу, как вязать еще другую половинку. Я помню, когда в прошлом каком-то интенсиве я вязала тоже V-образный вырез и показала только одну сторону. Так я потом получила кучу сообщений с тем, что а как же вязать вторую сторону, почему вы не показали. И для меня это как бы, ну, понятно, то есть то же самое, только в зеркальном отражении. Но я поняла, что это мне понятно, а другим-то непонятно. Поэтому сегодня хочу показать все. Так, изнаночный ряд. ВТО нужно будет сделать каждой детали перед сшиванием и потом еще раз делать ВТО с планкой. Нет, ВТО с планкой я не делаю, просто потом можно хорошенько эту планочку отпарить и все, и уже ничего не мочить, не стирать. Да, а ВТО всех деталей мы делаем перед сшиванием. Так, последний ряд у меня без точки, значит, я просто вяжу все лицевые петельки. Саша, из каких ниток вы вяжете кардиган? Вот из этих самых, это Alize Cotton Gold Plus и этот же цвет. Рукава будут вязаться по кругу или отдельным полотном? Отдельным полотном, поворотными рядами, не по кругу. Хотя можно вязать и по кругу, но я буду показывать со швом, опять же, для того, чтобы потом показать, как красиво сшить, чтобы побольше вам всего объяснить. Так, все, я довязала. Смотрите, дальше у меня идет скос плеча. Убавки по моему V-образному вырезу не заканчиваются. Вот у меня снова точечка, значит, я ставлю отметку. И у меня тут первый ряд моего скоса плеча. Я вяжу вот эту сторону, понятно, да? Вот эту.
Значит, здесь тоже буду в кружочек обводить. Значит, смотрите, первый ряд скоса плеча мы провязываем прямо, и здесь делаем 2 вместе убавку на нашем вырезе. Вяжу все петельки, вяжу лицевыми, и стандартную убавку 2 вместе, где у меня вырез. Так, вот, 2 вместе. Конец. Тут я ничего не отмечаю, тут по рисунку, а вот в скосе плеча, смотрите, я поверну сейчас вязание, и мне нужно 3 петельки оставить на спицах не провязанные. Поворачиваю вязание, снимаю первую, вяжу петельки и 3 оставляю на спице, не провязывая. Естественно, 3 плюс кромочная. Вот, оставила. Переворачиваю тогда вязание. У меня следующий ряд, вот этот третий. Я здесь в скосе плеча ничего не делаю, а у меня в вырезе точка, значит в вырезе я делаю убавку. Снова накид, помните, да, как на спинке делаю. Провязываю. Тут получается надо следить, да, вот провязала одну петлю, тут у меня уже 2 вместе на моем вырезе, и дальше вяжу до конца. Провязала, переворачиваю, тут у меня вот этот рядок, значит я оставляю на спицах 3 петельки и 2 петельки, снимаю, внимательно следим. Так, 2 провязала, теперь буду смотреть. Кромочная, вот эти 3 петельки мы оставили на спицах первый раз. Дальше накид, который мы не учитываем. И 2 петельки мне нужно оставить второй раз. Все, значит, переворачиваю. Дальше мой последний ряд, вообще, в принципе, в моем вырезе. Тут точки нет, значит, я ничего уже не убавляю. И это 5-й ряд моего скоса плеча. Просто провязываю оставшиеся петельки. Обязательно делаю накид, не забываю. 2 петельки у меня осталось, кромочная, переворачиваю вязание, ставлю тут отметку, здесь я провязываю все петельки, которые у меня только есть. Их тоже должно быть 7. Так вот, раз, два. Здесь у меня, смотрите, накид, то же самое, если я провяжу накид 2 вместе с этой, то накид у меня будет поверх, это будет с лица видно, поэтому я меняю петельки так, чтобы моя рабочая петля находилась справа, а накид слева позади. И вяжу изнаночной 2 вместе. Дальше просто моя изнаночная. Вот тут хорошо видно, видите, дырочка получается. Вот чтобы этой дырочки не было, значит, я меняю местами изнаночную с накидом и провязываю их 2 вместе. Дальше у меня 2 петельки остается и кромочная. И давайте посчитаем. У меня 2 кромочные и 7 петель должно быть на спицах. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Супер. 7 петель, вот это мое плечо. Значит, все хорошо. Переворачиваю, вот мой последний рядок. Все петли мне нужно закрыть. Значит, я просто петельки закрываю, так как я привыкла любым способом. Либо вы оставляете их тоже не закрытыми, и потом мы их сошьем петля в петлю. Обязательно после того, как вы петельки закрыли, оставляйте ниточку подлиннее, чтобы этой ниткой мы смогли потом еще сшить петли. Не отрезайте ее там слишком коротко. Я обычно сантиметров 30 на всякий случай оставляю. Лучше потом лишнее отрезать, чем нам не хватит ее на какое-то действие. Ну вот, смотрите, что у нас получилось. Вот такой V-образный вырез. Вот он ровненький, очень аккуратненький. И скос плеча, видите, все ровненько положила я, и видно, как идет этот скос. Так, сейчас на второй полочке надо еще не забыть дырочки для пуговиц. Дырочки для пуговиц это мы будем делать, когда планку будем вязать. Мою пряжу нужно отстирывать. Если у вас бобинная пряжа, тогда да, тогда желательно, конечно, потом тоже еще раз постирать. Девочки, кто впервые участвует, вы в восторге, я всегда просто балдею от объяснений. Саша, тебе премию надо учитель года по вязанию. Спасибо большое. Ой, сколько сразу лайков посыпалось, спасибо. Изнаночный ряд в клеточке не отмечаете? Нет, только лицевые ряды. Да, Саша очень здорово объясняет, спасибо. Согласна, объяснение супер, остается правильно повторить. Ух, попотеть надо. Девочки, ну что, давайте свяжем теперь вторую половинку. Эту мы уже связали. Я переподключу, давайте, прямой эфир, и буквально еще минуточек 15 займу вашего времени. Как интересно, спасибо. Давайте переподключаемся.
Так, а я вот уже как раз себе следующий положу. Так, сейчас я зайду в эфир еще разочек. Надеюсь, у меня телефон не отключится. Ну, хотя, даже если отключится, думаю, ничего страшного. Все равно запись идет, все будет в порядке. Я пока пересниму эти петельки на другую спицу, чтобы было удобно вязать. И сразу же начну вязание. Девочки, я тут сейчас вам покажу. Не знаю, может быть, эфир отключится, потому что моего телефона хватает ровно на один эфир, но все равно постараемся сейчас связать. Значит, мы делали убавки в конце, теперь мы будем делать убавки в начале. То же самое V-образный вырез, только с другой стороны. Вот мой первый ряд, я теперь буду зачеркивать в другую сторону. И делаю я то же самое, но уже здесь провязываю 2 петельки, и третью, четвертую я буду вязать 2 вместе. Смотрите, при вязании классическим способом, чтобы петельки ложились хорошо, чтобы они не были скрещенными, я вот эти 2 петельки, которые мне нужно связать 2 вместе, я их переставляю так, чтобы их удобно было вязать за заднюю стенку бабушкиным способом. Переставила, вот, и все, у меня тогда не будет скрещенной петли, и все будет хорошо ложиться. Если я вяжу бабушкиными петлями, накид такой же делать? Да, конечно. Так, теперь изнаночный ряд я не отмечаю, просто вяжу по рисунку. Девочки, если вопросы задавайте, пока у меня идет эфир, пока все в порядке, можно спрашивать. По поводу вот этого V-образного выреза, все ли понятно? Напишите предыдущий, вот то, что я показывала, чтобы я тоже ответила на вопросы и не переживала. Если вдруг отключится эфир, тогда на ютубе просто посмотрите запись. Запись идет, все в порядке, я все выложу. Дальше следующий рядок у меня с точкой, значит, я снова делаю убавку, кромочную снимаю, 2 петельки провязываю. И дальше третью, четвертую мне нужно провязать 2 вместе. И я их переставляю так, чтобы у меня не было скрещено. И вот переставила, провязала 2 вместе и вяжу дальше все лицевые. Понятно, отлично. Если рисунок рис, как 2 вместе вязать, лицевой или изнаночной? Вы можете вязать той петлей, которая сверху. Сверху ложится вот эта третья петля, значит, если третья у вас, например, изнаночная, вы можете вязать изнаночной. Хотя, опять же, можно попробовать разные варианты. Можно на образце, можно, в принципе, все петельки провязывать лицевыми, у вас тогда будет дорожка из лицевых. Вот как я здесь 3 оставляю с краю, вы можете эти 3 лицевые тоже с краю оставить. Может быть, будет красиво, может быть, вам понравится такой вариант. Так, я вяжу изнаночный ряд. Отмечаю дальше, у меня уже нет никаких убавок, просто вяжу, стараюсь не пропустить ваши вопросы, просто вяжу без убавок все лицевые петельки. Ну, понятно, да, вроде, я смотрю, что вы так не охаете, не ахаете. Если что-то сильно непонятно, то сразу видно по реакции, как все вздыхают. Так, вот уже здесь, видите, тоже видно эти убавки. Переворачиваю, вяжу свой изнаночный ряд без убавок, просто изнаночными. Ой, девочки, вы присоединяетесь, мне так приятно. Саша, вы делали расчеты на круглом вырезе по спинке? Конечно, я показывала расчеты круглого выреза вчера. Вы можете посмотреть запись вчерашнего эфира на моем YouTube-канале. Все это есть, да, делала. Так, следующий ряд у меня точка, значит, я делаю убавки. 2 петельки провязываю. И следующие 2 вяжу 2 вместе, переставляю их так, чтобы у меня не было скрещенных петель. Вот. И вяжу дальше. Все хорошо, не переживай, когда объясняешь, все понятно в 99% случаев. Непонятно, когда сам садишься делать, но на это есть чат. Ой, как смешно, Алена. Это правда, да, потому что так бывает, когда
садишься и вообще ничего не понимаешь. И вроде смотришь видео, все сопоставляешь, а получается что-то не то. Но надо время. Со временем все будет понятно. И вообще, в принципе, в большинстве случаев наоборот, когда садишься вязать, то становится еще более понятно. Но иногда случается, да, так, когда в эфире так все славно и хорошо, а самому потом сложно разобраться. Так, снова у меня убавка. Значит, я тут меняю их так вот, переставляю немножко. Здесь у меня петельки кривенькие, видите? Вот эти кривенькие нужно будет просто иголочкой или какой-то другой спицей немножко подправить. Я это тоже вам часто говорю. Не вините себя, что вы там как-то криво вяжете. Вот видите, я уже подправила, она уже ложится лучше. И это все вот так вот можно поправить. Уже лучше, да? Саша, если после всех убавок на полочке осталось несколько рядов без убавлений, это допустимо? Конечно, у меня ж так в моем Сашином кардигане и было. Я делала расчеты, да, у меня там несколько рядов вообще без убавок. Это нормально. Ну, конечно, если их очень много, и они занимают там треть всего выреза, тогда лучше сделать другой ритм убавок, то есть там чередовать третий, четвертый ряд, например. Или уменьшить ваш вырез, или наоборот его увеличить. Ну, все можно скорректировать. Вы подстраиваетесь под свою ситуацию. Если у вас по расчетам получилось так, а на практике вам не очень это нравится, значит, вы подстроите свою практику, так сказать. Возьмите, увеличьте немножко вырез, сделайте глубже или наоборот поменьше. Что-то где-то можете пошире сделать, поуже, чтобы все красиво смотрелось. Особенно это касается V-образного выреза. Если в круглом вырезе, вот что получается, если в круглом вырезе, то там в принципе можно связать, да, он круглый по-разному, то V-образный важно делать равномерно. Убавки я всегда это подчеркиваю. Значит, V-образный вырез мы как-то подстраиваем под нашу ситуацию. Саша, как проще вязать 2 вместе с наклоном вправо на изнаночном? Нашла один способ на YouTube, но очень неудобно. Надо с лицевой стороны подцепить вторую, а потом первую и провязать. Ужас, как неудобно. Как провязывать петли с изнанки 2 вместе? Ну, давайте просто сейчас на примере покажу. Сейчас дойдем до изнаночного ряда. Покажу. Тут у меня точечка, значит, я делаю убавки. Видите, я с вами разговариваю, у меня клеточки, главное после каждого ряда ставить метку, и все, я даже не смотрю на то, сколько, чего мне там нужно убавлять, где. Я просто вяжу и отмечаю. Так, смотрите, как изнаночные 2 вместе. Ну, во-первых, если вы провяжете 2 вместе изнаночные вот просто как обычно, то смотрим, да, у нас тогда будет наклон вправо. Вот когда вы будете вязать полочку, вот эту часть правую, вы можете просто 2 вместе изнаночные с наклоном вправо вязать, вот просто по ходу дела, как они идут, так и провязывать. В другом же случае вам стоит поменять их местами, ну я так делаю, то есть заднюю петельку мы располагаем спереди, а та, которая была спереди, мы ее располагаем сзади и провязываем 2 вместе изнаночной и переворачиваем. Видите, тогда у нас идет наклон влево. Так я делаю убавки на изнаночной стороне. Сначала можно просто провязать 2 вместе, а в другую сторону мы их меняем местами. Те 2 петельки, которые нужно провязать 2 вместе. Надеюсь, понятно. Если понятно, напишите тоже, чтобы я не переживала. Так, я вяжу дальше свой изнаночный. Так, сейчас почитаю, может что-то пропустила. Ничего, погон одолели, и это сделаем. Ой, я обожаю ваш такой позитивный настрой. Классно, очень сложная была лапопейса, очень сложный был погон, очень сложная была интарсия, когда девочки просто взорвался чат от того, что ничего не понятно, но потом все прекрасно связали. Так, сейчас, секунду, девочки. Из 56 рядов, из 56 рядов 10 без убавок, в последних 4 рядах скос. Ну, я думаю, нормально. Так, у меня точка есть. Я думаю, нормально, можно вязать прямо вверх. Точка есть, значит, провязываю 2 вместе.
Так, у меня тут что-то слишком туго. Как-то я туго вяжу. Слишком. В каждом втором не слишком резкая убавка? Нет, отлично. Отлично. Вообще, вот глядя на свой опыт, сколько раз я вязала V-образные вырезы, то чаще всего убавки бывают либо в каждом втором, либо в каждом третьем ряду. Как-то вот так вот оно у меня всегда получается. В каждом ряду убавки. В каждом ряду убавки будут в том случае, если у вас V-образный вырез совсем под горлышко, вообще не глубокий, такой вот минимальный-минимальный. Это тоже нормально. Так, отмечаю дальше. У меня тут клеточка пустая, значит никаких убавок нет. Саша, все-таки так я не пойму, как вы вяжете кромочные с каждой стороны по-разному. Ой, не обращайте внимания на меня, я просто подстроилась под себя, потому что в каких-то местах у меня ровные лицевые, в каких-то у меня кривенькие лицевые, поэтому я просто подстроилась под себя и вяжу так, как удобно мне. Это не означает, что вам нужно вязать так же. Абсолютно не переживайте, если вы вяжете как-то по-другому. Саша, вы гений, спасибо огромное, а то я намаялась, а сама не дошла до этого. Ой, это по поводу записи, продолжим. Да, пошла запись, продолжаем. Так, что у меня тут? Убавку я сделала, вяжу дальше. Спокойной ночи всем, 4 часа утра, ой, ничего себе, досмотрю в записи, Саша, вы молодец. Спасибо, спокойной вам ночи. Так, связала, переворачиваю, у нас тут осталось совсем капелечку. Я опять-таки надеюсь, что мое видео записалось. Здесь у меня такое все путанное-перепутанное, потому что я не перематывала в клубочек, оставила так, как есть. Перед эфиром вязала, чтобы проверить, все ли правильно у меня ложится. И так и оставила. Так, дальше отмечаем следующий ряд. У меня тут точечка, значит, мы делаем убавку. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, провязываю 2. Всем пока, буду еще смотреть записи. Спокойной ночи вам тоже. Саша, благодарю за отличные подробные объяснения. Всем удачи. Спасибо. У меня тоже кромочные стали намного лучше. Ой, ну все, я очень рада. Так что если мой метод вам подходит, значит вяжите. Азиатский проще, чем с вывязыванием ростка с петлями рукавов и петлями переда. Это по поводу реглана? Ну, по поводу реглана, да, возможно, но в целом, мне кажется, если брать просто сам реглан, то он, мне кажется, сложнее, чем вот то, что мы делаем с вами сейчас. Так, я уже начала путаться. Давайте довяжем, добьем. Последний еще у нас тут рядочек. Скос плеча сейчас добьем. И все, и будем прощаться. У меня здесь никаких убавок нет. Так, вяжу изнаночный ряд. Кромочные во вчерашнем эфире. Кромочные я показывала в эфире, когда мы вязали кармашек. Нет, это не вчерашний эфир, это был четверг, да, по-моему, четверг, то есть это четвертый выпуск, по-моему, там, где я вязала карман. Вот, с этой стороны вот так выглядит. Давайте теперь вязать скос плеча. Итак, тут у меня снова в начале ряда будет убавка. Все, вяжем максимально быстро. Здесь я отмечаю, что вот мой первый ряд, я 3 петельки не довязываю. Значит, вяжу убавку и 3 петельки не довязываю. 2 лицевые. Дальше у меня идет убавка. 3 петельки плюс кромочная. Вот смотрите, кромочная, 3 петельки не довязываю, переворачиваю. Отмечаю второй ряд, мы просто провязываем все петельки без всяких манипуляций. Делаю обязательно накид, провязываю все петельки до конца. Так, переворачиваю. Следующий мой лицевой ряд у меня снова в начале ряда убавка. И здесь я уже не довязываю 3 и 2 петельки. И вот тут, девочки, смотрите, вот тут какая получается ситуация. Давайте я вот свяжу. Кромочная, 3 петельки мы не довязали, накид.
И дальше мне нужно связать 2 вместе. Давайте я провяжу еще одну лицевую. Вот, сейчас мне нужно связать 2 вместе, но при этом у меня также нужно 2 петельки оставить на спице. То есть у меня все в кучу получается. И 2 вместе, и петельку на спице оставить. Поэтому я на данный момент... Сейчас. Я на данный момент это все оставляю как есть. Так, все, в Инстаграме у меня все поплыло. На данный момент оставляю все как есть, и эти 2 вместе я буду вязать уже в 5-м, самом своем последнем ряду. Все, я оставила, поворачиваю вязание, делаю накид вот этот, провязываю 2 изнаночные и кромочную петельку. Надеюсь, понятно. То есть мы должны это все совместить. И убавку вот здесь, и также свой скос плеча. Если одно на другое накладывается, значит мы должны с вами убавку не делать, а сделать ее вот в этом последнем рядочке. Так, ставлю я здесь отметку, все, у меня здесь не нужно уже ничего убавлять. 4-й ряд я провязала, 5-й ряд вот сейчас я провязываю абсолютно все петельки, и вот в этом 5-м ряду я как раз и сделаю ту самую убавку. 2 петельки провязала, смотрите, тут у меня накид, и дальше мне нужно провязать 2 вместе, чтобы мои 2 вместе ложились поверх моего накида. Значит, я эти 2 петельки размещу с правой стороны, то есть поменяю местами с накидом. Накид у меня будет позади, а 2 петельки, которые мне нужно связать 2 вместе, впереди, справа. И опять-таки разворачиваю их так, чтобы мне удобно было вязать их за заднюю стенку. И я провязываю 2 вместе плюс 3-й накид. Вот 3 вместе получается. Провязала. Дальше у меня лицевая. Здесь у меня идет накид и следующая лицевая. Их провязываю 2 вместе. Лицевая, лицевая и кромочная. Готово. 6-й ряд я провязываю все петельки изнаночными. И последний ряд я просто петли закрываю. Закрывать я их уже не буду. Провязываю сейчас все изнаночными. Вот этот момент понятен, девочки, кто онлайн, напишите, понятен ли этот момент. Вот, готово. Смотрите, что получилось. Вот тоже наш скос плеча, если ровненько, да, положить, видно. И вот эта половинка. Вот у нас V-образный вырез такой получился. Я так понимаю, вначале вы снимаете кромочную, а в конце провязываете. Да, верно, верно. Ну что, давайте я переверну камеру и дам вам домашнее задание. Отлично, все понятно. Так, не знаю, хватит ли моей батарейки, потому что она уже садится на телефоне. Даже если не хватит, думаю, ничего страшного. Как бы мне тут это все дело повернуть, чтобы было аккуратненько. Вот так, да, наверное, поверну. Все равно камера как-то слишком высоко. Так, и тут все понятно, супер. Но мы с вами поработали сегодня, ну, очень много. Мы с вами огромные молодцы. Так, переворачиваю. Все, вот она я. Так, мы с вами большие молодцы, все связали, все сделали, домашнее задание. Смотрю, что нужно сделать. Так, мы с вами связали вырез и скосы плеча, значит, мне нужно, чтобы вы мне сдали провязанный вырез по переду и по спинке, и тоже скосы плеча. Если скосов у вас нет, значит сдаем без них как есть. Главное, чтобы вы мне сделали фотографию вашего выреза у полочек и выреза по спинке. Это домашнее задание нужно сдать до 22 марта. Это воскресенье, то есть у вас впереди целых 12 дней для того, чтобы это все доделать, довязать и мне сдать фотографии. Все, сдаем мне фотографию переда и фотографию спинки уже с готовыми вырезами. Понятно? Понятно. Добрый вечер. Можно ли вязать планку лицевой гладью? Конечно, можно. Буду пересматривать эфир, домашние сегодня толком не дали посмотреть. Все, тогда прощаемся. Хорошо, я думаю, что мы все с вами успели, все понятно. Я очень рада, что вы писали мне, что все хорошо, все понятно. Я побежала, буду ужинать и дальше проверять ваши домашки. До завтра. Завтра в прямом эфире мы будем делать расчеты рукавов.
Так что мы уже движемся ближе к концу. Все, девочки, пока, прощаюсь. Сейчас буду монтировать эти все видео, собирать в кучу и публиковать, чтобы вы спокойненько, внимательно, в хорошем качестве посмотрели на ютубе. Всем пока, 12 дней для того, чтобы довязать это все. А потом займемся уже рукавами. Ну, мы рукава будем параллельно вязать, ну, просто чтобы это было как-то, чтобы для вас это было понятно. Все, пока. Рукава, конечно же, будем вязать параллельно, то есть завтра мы с вами начнем, сделаем расчеты, начнем вязать рукава, но просто срок домашнего задания для переда и для спинки до 12 марта. Вы можете спокойно до 12 марта вязать и сдавать мне фотографии. Вы можете сначала связать, например, вперед полочки, да, и выслать мне фотографию полочек, а потом, когда свяжете спинку, связать спинку целиком уже, да, полностью готовую, и выслать мне фотографию спинки. Я тогда зачту, это у нас с вами какое домашнее задание? Это у нас уже 6-е домашнее задание. Сегодня ровно половина прямых эфиров по нашему кардигану. Половину мы прошли, 6 эфиров было, 6 домашних заданий я дала, впереди еще 6 эфиров и еще 6 домашних заданий. А интенсив, не забываем, у нас 4 недели длится, то есть мы будем с вами работать эту неделю и следующую, и еще следующая неделя будет на то, чтобы закончить все вязание. Эфиров уже там по теории, по практике не будет, но это время, чтобы вы спокойненько все довязали. Все, всем пока!